Добрый вечер, мы из Украины. И как обычно, я рад приветствовать вас на своем канале. Те, кто не подписан, приглашаю подписаться. Кому понравится это видео, поставьте лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну, а мы начинаем. И сегодня у нас довольно знаменательный день. Ну, во-первых, всех с Новым годом. Мы вступили в новый 23-й контрнаступательный год. Так я его назвал, таков мой прогноз на 23-й год. Мы будем идти в контрнаступление, и оно будет успешно. В этом, в принципе, не сомневается весь цивилизованный мир. Судя по тем поздравлениям и той поддержке, которую получила Украина в эту новогоднюю ночь, в отличие от ситуации в самой стране, то никто не сомневается в нашей победе. Так вот, сегодня у нас день рождения Степана Андреевича Бандеры. Как в песне поется «Батька наш Бандера, Украина маты». Но я хочу сказать, что это человек, который боролся за независимость Украины. Именно за независимость. И, конечно же, НКВД в Советском Союзе приняло решение сделать из него образ вот такого врага-националиста. Хотя, согласно исторической справке, и это факт, Степан Бандера просидел всю войну в концентрационном лагере. Он был арестован немцами и отправлен в концлагерь именно за то, что отказался сотрудничать с немцами. Именно за это. И, кстати, какое интересное стечение обстоятельств. Степан Бандера сидел в одном концлагере с Яковом Джугашвили. Да-да, тем самым Яковом Джугашвили, сыном Сталина, которого Сталин отказался менять на фельдмаршала Паулюса, сказав, что я рядовых на генералов не меняю. И немцы просто расстреляли Якова Джугашвили в этом концлагере. И только в 1944 году он был освобожден. И да, он все время возглавлял, точнее был идеологом движения за независимость Украины. У нас ходит такая шутка, очень расхожая в Украине. Россиянин, помни, поднимая сегодня стопку, ты пьешь за здоровье Степана Бандеры. Поэтому не могу ее просто обойти. Ну а теперь немного о делах насущных. Итак, на календаре у нас сегодня 1 января 2023 года. И оперативная обстановка на данный момент. Кстати, никто в Украине не сомневался, что новогодняя ночь будет у нас с обстрелами, ракетными ударами, с волнами атак беспилотниками иранскими Шахед-136 или 131. Так оно и случилось. Российская Федерация даже попыталась оправдаться в том, что они наносили ракетно-дроновый удар, можно так сказать, по Украине 31 декабря и в ночь 1 января. В России утверждают, что целями были объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в изготовлении ударных беспилотников. Россия впервые атаковала Украину ракетами из Каспия, не с Черного моря, а с Каспийского моря, носители калибров, то есть Каспийская флотилия принимала участие. И это свидетельствует о том, что им все труднее довозить ракеты до Черного моря. И они боятся, то, что вы задаете в своих вопросах, почему мы не атакуем. Видимо, российское командование боится, что корабли Черноморской эскадры будут атакованы в акватории Черного моря. Поэтому теперь Каспийская эскадра наносит калибрами морского базирования удары по территории Украины. Что касается объектов оборонно-промышленного комплекса, то только в городе Киеве из таких объектов оборонно-промышленного комплекса было повреждено 2 школы и 1 детский садик. Это объекты оборонно-промышленного комплекса. Также был поражен 1 гостиничный комплекс. Вот такие вот результаты. Но хочу отметить, что это были результаты в основном ракетного удара. Потому что последующие удары шахедами, а их было 13 до полуночи, то есть 31 декабря, и 32 шахеда прилетело в Киевскую область после полуночи, то есть 1 января, все были сбиты.
средствами ПВО Украины, сил обороны Украины, все были сбиты, все до единого. То есть система работает, слава богу, мы ее создали, и теперь система работает. Работает довольно, можно сказать, надежно. И об этом мы еще с вами сегодня поговорим, но чуть позже. Итак, оперативная обстановка. Она сложилась следующим образом. За прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный удар и 12 авиационных ударов, а также совершил более 70 огневых ударов из реактивных систем залпового огня. Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди гражданского населения сейчас уточняется. Кроме того, враг запустил 13 это было до полуночи, плюс ударных БПЛА «Шахед-136», а после полуночи еще 32. В общей сложности за новогоднюю ночь прилетело 45 беспилотников типа «Шахед», иранских беспилотников типа «Шахед-136». Все они уничтожены силами обороны Украины. Кстати, хочу отметить, что никаких попаданий противоракет ПВО в жилые объекты, как пишут некоторые зрители в комментариях, что вы же сами ударили свои ракеты. Нет. Запомните, любая ракета ПВО, даже комплекс С-300, имеет механизм самоликвидации. Если она не попала в цель, она взрывается в воздухе, и на землю падают только обломки. О повреждении обломками сбитых ракет мы сообщаем. Это у нас были сообщения о том, что автомобиль упала на капот кусок ракеты, на мост метро упали обломки сбитой ракеты, и там на другие объекты, на офисное здание в Голосеевском районе упали обломки. Это вы все можете прочитать. Но не пишите чушь, что Украина ракетами ПВО влупила в собственный объект. У нас нет ракет ПВО, которые могут работать в классе Земля-Земля, в отличие от Российской Федерации, где комплексы С-300 обстреливают наши прифронтовые города, такие как Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон и так далее. Вот в чем особенность. Так что это все попадание ракет, выпущенных из Российской Федерации. Кстати, там сейчас идут споры, подождем официальную версию. Там сейчас идут споры по некоторым пабликам. Ракета, которая попала, по-моему, в гостиничный комплекс, это иранская ракета, баллистическая ракета. Почему ее пропустила ПВО и почему такие мощные разрушения. Если это будет так, то мы будем требовать от ООН расследования и наложения жестких санкций на Россию и Иран в нарушение резолюции Совбеза ООН от 2015 года по поводу передачи ракет. Значит, факт передачи ракет состоялся. Может быть и раньше, не сейчас, но он состоялся. Есть такое подозрение, что это была действительно иранская ракета, потому что на ней есть надписи на фарси, которые пытались затереть. И поверх них набить надписи на русском языке. Посмотрим, специалисты разберутся. Итак, угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Так что будьте осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площадка, Белогоровка Луганской области, Солидар, Бахмутская, Бахмут, Азаряновка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильна. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелам подверглись районы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. То есть по всем трем областям велся огонь с территории Российской Федерации.
На Купянском направлении продолжаются незначительные позиционные бои. Здесь наблюдается небольшое снижение боевой активности по сравнению с той напряженной неделей, которая была до этого. На Лиманском направлении позиционные бои, перестрелки, обмен артиллерийскими ударами и авиационными ударами. На Бахмутском направлении враг возобновил попытки атаковать Солидар и подтянул туда резервы. Кстати, вчера сообщала наша разведка о передвижении большой колонны техники от Донецка в направлении Бахмут. Но колонна состояла в основном из тентованных грузовиков. Это говорит о том, что везли личный состав и боеприпасы. Продолжается давление на наши позиции в Бахмутском лесу. К сожалению, враг имеет там частичный успех. То есть они продвигаются, они заняли несколько кварталов вот этой лесопосадки. Войска Российской Федерации атакуют западнее Опытного. Штурм продолжается. Даже на данный час результата этого боя пока что неизвестны. Также продолжаются попытки штурма восточнее Клещеевки. Враг пытается продвинуться дальше и южнее бассейна. То есть бахмутское направление остается очень напряженное. Противник пытается продвигаться вперед. На некоторых отдельных участках имеет частичный успех. На остальных участках наши войска отбивают все попытки врага атаковать наши позиции. На Авдеевском направлении враг атакует Первомайское и Невельское. Видите, не обращая ни на что. В принципе, как я и говорил, война она не останавливается ни на минуту, ни на час, ни на день. Поэтому новогоднюю ночь нашим защитникам на этих направлениях пришлось сражаться с атакующими войсками противника. На Новопавловском направлении противник не прекращает обстрелы. И там позиционные бои и обмен огневыми ударами артиллерии и авиации. На Запорожском направлении неожиданно произошло оживление в плане военной обстановки. И южнее Дорожнянки, населенного пункта Дорожнянки, враг захватил две наших позиции. Нашим войскам пришлось отойти. Но заявление российского командования о том, что они заняли это село, это не соответствует действительности. Дорожнянка остается под контролем вооруженных сил Украины. На Херсонском направлении российские оккупанты продолжают террор мирного населения. От обстрелов страдает гражданская инфраструктура. Противник продолжает терять живую силу, потому что постоянные атаки, причем атаки проводятся отделением, до отделения, до взвода, до усиленного взвода. Мотострелковый взвод это около 30 человек, до 30 человек. Усиленный он может быть либо БМП, либо танками, либо БТРами. Кстати, практически нигде усиления нет. Везде атакуют в пешем порядке. Никто не считается с потерями и просто готовят волну за волной. Потом грузовиками, как я вам сказал уже чуть ранее, из Донецка везут живую силу мобилизованных, рекрутированных зэков и пускают их опять в атаки. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых военнослужащих оккупационных войск. А теперь представьте, что если мы берем норматив, даже уменьшим норматив на каждого, возьмем не 3 к 1, на одного убитого 3 раненых, возьмем 2 к 1, 2 раненых, 1 убитый. Это значит, что 170 человек убиты. 350 раненых привезли. Это значит 170 убитых. Итого более 500 человек потерь. Вот вам результат суточного боя. Только на одном направлении. До 30 декабря прошлого года в Запорожской области потери врага составили до 160 раненых россиян. Уничтожено 10 единиц военной техники разных типов.
техники и вооружения различных типов. Информация о о ликвидированных захватчиках пока уточняется. Ну, здесь немножко сложнее. По раненым проще посчитать. В районе населенного пункта Лиман-2 Харьковской области враг ужесточил контрразведывательные меры. Проводит поиск проукраински настроенного населения. Проверяет гаджеты, документы, опрашивают местное население, может кто-то на кого-то покажет пальцем. Очень боятся помощи местного населения вооруженным силам Украины. Авиация сил обороны нанесла удары по району сосредоточения противника, а также по позициям зенитно-ракетных комплексов. И наши ракетчики и артиллеристы поразили пункты управления, 4 района сосредоточения живой силы, а также пункты управления беспилотных летательных аппаратов оккупантов. То есть работа огневых средств Украины не прекращается ни на 1 час. Стабильность нанесения поражения противнику, она очень вселяет довольно хорошие надежды в плане того, насколько враг несет потери. Вот такие вот военные новости сложились сегодня на всех оперативных направлениях, начиная от Харькова до Херсона. И сейчас несколько новостей военно-политических, военно-экономических. Я, кстати, забываю это слово, хотя очень многие новости касаются экономики, нашей экономики и военно-промышленного комплекса Украины. Ну, скажу так, что идет в странах коалиции. Коалиция, я считаю, это формат Рамштайн. В странах коалиции идет массовое развертывание военно-промышленного комплекса. Мы с вами говорили про то, что Соединенные Штаты практически на осень прошлого года, фактически полностью развернули свой военно-промышленный комплекс. Все, начиная от джевелинов, заканчивая танками, запущено сегодня в производство. Пентагон формирует новый оборонзаказ. И заводы начинают выпускать. Причем для того, чтобы быстро развернуть производство, владельцы заводов через свои HR-компании призвали на работу ветеранов этих предприятий. То есть людей, которые имеют богатейший опыт, знают технологию производства и могут быстро организовать ее старт и подготовку кадров, молодых кадров для их дальнейшей замены. То есть таким образом Европа не отстает. Помните, Манго рассказывал, что Германия очень быстро отреагировала на отказ Швейцарии в поставках боеприпасов для таких видов вооружения, как Гепард. И Германия быстро развернула не только для Гепарда, вообще развернула производство боеприпасов для разных видов вооружения на территории Германии. И сейчас опять Германия впереди планеты всей. Она начала производство САУ RCH-155 для Украины. Вот вам, пожалуйста, новый оборонзаказ. Что, кстати, позитивно скажется на экономике страны, потому что это внутренний оборот капитала. Вкладывание денег в собственную промышленность. Так вот, что же за гаубица такая волшебная RCH-155? Это 155-мм самоходная артиллерийская установка с дистанционным управлением, разработанная немецкой компанией Klaus Maffei Wegmann в 2014 году. Производитель взял все лучшие технические решения от гаубицы PZH Panzerhaubitze 2000, которая у нас уже есть, причем довольно несколько дивизионов уже есть PZH 2000. Да, мы на нее иногда обижаемся, потому что она оказалась не такая выносливая будем так говорить, в критических условиях, очень часто требует сервисного обслуживания. Но она, в принципе, по своим тактико-техническим характеристикам довольно хорошая. По автомату заряжания, точнее, по автоматике ведения огня она очень хорошая. Так вот, что они сделали? В чем новая гаубица? Новая гаубица — это колесная база. Они взяли бронетранспортер Бокстер
Мы его прекрасно знаем. У нас есть бокстеры. Мы их еще до массированного вторжения. Они у нас были на вооружении Национальной гвардии Украины. Это британский бронетранспортер. И на этот бронетранспортер поставили башню от Панцергаубицы 2000. То есть, если раньше база была гусеничная, теперь база стала колесная. Вся артиллерийская часть находится в башне. Башня необитаемая, там нет экипажа, она работает полностью в автоматическом режиме. Это, кстати, что-то наподобие того, что я вам говорил, что идет роботизация, масштабная роботизация. И мы рассматривали с вами гаубицу Archer шведскую, это робот. Кстати, на базе карьерного самосвала шведского он сделан. И вот теперь немцы делают то же самое, гаубицу на колесном ходу, где экипаж 2 человека, это командир и водитель, которые находятся внутри бронетранспортера. На бронетранспортере установлена башня от Панцергаубица 2000. Вот вам новая гаубица 155 мм. На колесной базе она становится более мобильная, и она автоматическая. На сайте Федеративной Республики Германия, официальном сайте ФРГ, сообщается, что будет собрано и передано Украине 18 единиц таких гаубиц. Это полноценный артиллерийский дивизион. Министр обороны Украины Алексей Резников обратился с соответствующим запросом в страну еще в июле 2022 года. Вот смотрите, с июля по январь они развернули производство. И завод уже запущен на полную катушку. Началось производство вот этих гаубиц. С учетом того, что башни готовы, они идут с другого предприятия в комплекте, бронетранспортеры готовы, идут с другого предприятия, то заводу остается просто совместить БТР и башню. Ну да, я, конечно, утрированно говорю, что просто совместить. Да. Технологически это довольно сложный процесс, но это производство. Оно уже налажено, оно уже запущено. Так что в ближайшие месяцы ждем поступления первых гаубиц RCH-155 для Украины от немецкого производителя. Британско-немецкая гаубица калибра 155 мм. Тактико-технические характеристики соответствуют гаубице Панцергаубица 2000. В Хорватии, следующая новость. Хорватия с 1 января сегодняшнего дня, правильно так будет сказать, Хорватия с сегодняшнего дня, с 0 часов этих суток официально присоединилась к еврозоне, став 20-м членом еврозоны. С сегодняшнего дня в Хорватии ходит только валюта евро. Валюта куны, местная валюта, до 31 июля еще будет в обороте, в плане того, что ее будет принимать в магазинах, но она будет полностью изыматься из оборота. И таким образом Хорватия стала 20-м членом Евросоюза, который вошел в эту еврозону. Переходный период у хорватов длился всего-навсего, получается, 4 месяца. С 1 сентября вот по 1 января. Было хождение двух валют. Ну, так они обычно делают. 2 валюты, цены в 2 валютах. Ты можешь платить любой из них, а потом раз и в определенный день валюта. Остается только одна валюта. Вторую ты сдаешь в банк и меняешь в обменнике. Или расплачиваешься в магазине, но сдачу тебе уже дадут только в валюте евро. В мире появилось еще одно государство, которое очень переживает за свою будущую судьбу. Это Северная Корея. Долго-долго они молчали. И тут вдруг Ким Чен Ын, нынешний лидер Северной Кореи, призвал наладить массовое производство тактического ядерного оружия и увеличить запас ядерных боеголовок. Об этом нам сообщает Reuters. Кстати, они на прошлой неделе, накануне Нового года, произвели запуск 2 баллистических ракет где-то в акваторию океана в районе Японского моря. О чем сообщали в основном японские средства массовой информации. Ну, скажу так, что не имется Ким Чен Ыну, не имется, может сам, может с подачи кого-то. Но очень интересный вопрос. Дело в том, что у Северной Кореи нет урана.
своего и нету фабрики по его обогащению. Это значит, что если они хотят наладить массовое производство, значит они должны купить обогащенный уран. Значит у них должна быть, у них есть технология производства ядерного заряда. Об этом в свое время побеспокоилась Российская Федерация и Китай. Но теперь посмотрим, кто будет накачивать Северную Корею. Или это может опять ограничиться простыми заявлениями лидера Северной Кореи. Он же там сделал провокацию против Южной Кореи, запустив 5 дронов. 1 вернулся, 4 были сбитых. Эти дроны, но это в принципе можно считать инцидентом, который может за собой повлечь войну. И я высказал предположение, что это могло быть провокацией с целью отвлечения внимания от войны России и Украины. И Ким Чен Ын мог это сделать и по просьбе российского главы Кремля Путина. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Там есть, кстати, заинтересованность. И обратите внимание, кстати, Южная Корея была не готова. Они пропустили все 5 дронов, 4, правда, они удалось сбить, потеряли 1 они истребитель в результате сбития, а 1 дрон вернулся обратно. Вот такая вот история. У нас 45 шахедов летело на Киев, в Киевской области, и в Киеве они все были до единого сбиты. То есть уровень нашего ПВО, это, кстати, то, что говорил наш президент, что наше ПВО в этом году может взять пальму первенства, во всяком случае, на европейском континенте. А если нам еще подбросят Патриот, как пообещали уже Соединенные Штаты, это уже не просто обещание, это уже обязательство поставить, то тогда, наверное, можем претендовать на лучшую систему ПВО. Далее, глава Укрэнерго пан Кудрицкий сказал нам, что худшее мы уже прошли. Вероятность полного блэкаута в Украине после российских атак на сегодняшний день крайне низкая. Интенсивность ракетных ударов падает, эффективность ударов дронами тоже довольно сильно упала. Поэтому он так и сказал, что динамика этих атак и эффект от атак показывает, что россияне обладают все меньшей и меньшей способностью наносить урон нашей энергосистеме. Вот такой вот вывод делает глава Укрэнерго. И в принципе с этим нельзя не согласиться. Почему? Потому что на сегодняшний день мы видим, что количество выпущенных ракет действительно уменьшается, количество дронов уменьшается, и они не способны пробить нашу систему противовоздушной, противоракетной обороны. Что ж, вот такие вот военно-политические новости мы отметим на сегодняшний день. И, как обычно, по традиции я делаю небольшую паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на ваши вопросы, которые вы прислали, в том числе и к предыдущему видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. З Новим роком, пане Олеже. В мене таке питання. Яка доля військових, що звільнені з полону? Чи можуть вони повернутися в стрій? Знаю, що офіцери Азова за умовами обміну не мають права повернутися до виконання своїх обов'язків. Це стосується усіх чи тільки керівного складу? Дякую. Слава Украине. Смотрите, все военнослужащие, которые возвращаются из плена, они проходят освидетельствование в плане медицинского, психологического и морального состояния. После этого у них, кому требуется медицинская и психологическая помощь, они ее получают. Потом реабилитационный период, и они возвращаются в строй, если это позволяет военно-врачебная комиссия. Они проходят ВВК, и она определяет пригодность их к дальнейшему прохождению службы. Если они получили там ранения
их лечат, они получают реабилитацию, и в дальнейшем есть инвалидность или потеря трудоспособности, хотя бы частичная, их комиссуют из рядов вооруженных сил или назначают на должности, по их желанию, не связанные со строевой службой. То есть это штабная работа в штабах воинских частей. Что касается, так что, надеюсь, понятно, да, что все имеют право вернуться или быть уволенными по состоянию здоровья. Что касается руководящего состава полка Азов, то здесь только те офицеры, только высший рук-состав, кстати, именно этот рук-состав находится сейчас в Турции. Вот они не имеют права по договоренности, их вернули из плена и под гарантией того, что они до конца войны не будут принимать участие в этой войне, то есть не вернутся к исполнению своих служебных обязанностей. Они для гарантии выполнения этого обязательства они находятся на территории Турции. И да, им разрешили встречи с родственниками, то есть родные прилетали туда, в Турцию, встречались с ними, но они находятся в Турции. Для того, чтобы не было даже сомнений, что кто-то кого-то обманывает. Они находятся на территории третьей страны. Все остальные, и офицерский состав, и сержантский состав полка Азов, полка Национальной гвардии, имеют полное право вернуться в строй и приступить к исполнению своих служебных обязанностей. На них это не распространяется. Слідуючий вопрос. З Новим роком. Переконана, він перенесе нам перемогу. Віримо, чекаємо, робимо все, щоб її наблизити. Думаю, давно вже назріло таке питання. З початку війни різні експерти кажуть, що в нашій розвідці, Служби безпеки, тощо є особисті дані рашистських льотчиків, розрахунків ракетних комплексів, операторів дронів. Всієї тієї сволоти, що не припиняє спроб повбивати наших дітей. Правда, в нас є такі дані. Чи не можна докладати їх до зведень Генерального штабу? Якщо не всіх, то хоча б тих, чиї ракети, дрони тощо влучили в житлові будинки. Ми могли би, наприклад, поширювати дані цих вбивць у соцмережах. Хай живуть під моральним тиском, хай знають, що вони не анонімні і не в комп'ютерні ігри грають. Думаю, це той випадок, коли можна посилатися на таємництво слідства з урахуванням масштабу терористичних злочинів вражки. Це все соціально значуще питання. Українське суспільство має право знати цю наволоч ще до вироку суду, бо немає жодних сумнівів в тому, що вони є вбивцями. Вы знаете, я с вами очень даже согласен. Я бы даже сам с удовольствием оглашал бы там в день по экипажу самолетов Ту-95 или Ту-22, которые наносят ракетные удары, в результате которых гибнет наше гражданское население. Ведь все эти удары, они либо военные преступления, смотрите, новогодняя ночь, 31 декабря и ночь 1 января ни одного объекта инфраструктуры в Киеве не было поражено. Дроны мы все сбили, ракеты ударили по жилым кварталам. Взрыв во дворе жилого дома, попадание в гостиничный комплекс ракетой и так далее. Поврежденные 2 школы, поврежденный детский сад. Это объекты оборонного комплекса в городе Киеве. Вот такой вот. Я с вами абсолютно согласен. Единственное, что вы правильно написали в своем вопросе, что это, скорее всего, это относится к тайне следствия. И поэтому эти персональные данные не разглашаются. Но насколько я помню, надо покопаться в интернете. Интернет помнит все. Все можно найти. Были списки. Были списки офицеров и их членов семей с адресами проживания бригады тяжелой или дальней бомбардировочной авиации. Это именно та бригада, которая сегодня из Энгельса бомбит территорию, обстреливает ракетами территорию Украины. Вот надо покопаться и найти. Я думаю, что если найдутся такие инициаторы, то наше общество это поддержит. И действительно в социальных сетях будут распространены данные этих людей, чтобы они понимали, что мы их всех знаем. По фамилии, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, члены семьи, жены, там, дети. Это все в списках военных преступников, которых мы будем требовать к выдаче
для привлечения к уголовной ответственности за совершение военных преступлений. То есть никто, как говорил классик, никто морем не уйдет, каждый оставит свой след на земле. Поэтому, вот так вот на сегодняшний день. Официально я, конечно, понимаю, наше политическое и военное руководство, они не могут распространять те списки. Но, насколько я помню, мне так кажется, чтобы они были в открытом доступе, их кто-то выложил в интернет, в какой-то, по-моему, даже из социальных сетей. Вот если их найти, то их можно просто тиражировать. Тиражировать миллионными тиражами. Для того, чтобы в России тоже понимали, что мы всех знаем, пофамильно всех знаем. Следующий вопрос. Як ви оцінюєте новорічне звернення Путлера на фоні військових? На вашу думку, на Росії оголосять військовий стан, повну мобілізацію та закриють кордони? Наскільки це може ускладнити ситуацію на фронті? Дякую. Во-первых, я вам скажу так, что я разговаривал с профессиональными монтажерами, которые там не один год на телевидении, они все прекрасно, они все однозначно говорят, что картинка военных и Путин — это два разных видеосюжета. Просто изображение Путина было наложено на картинку с военными, и военные просто, видимо, просто им была команда стоять там 20 минут, не шевелиться, потом вырезали лучший кусок, где они стояли более-менее не дергаясь, не крутили головами, не блымали очами. Вот. А потом сверху наложили Путина. Это однозначно. То есть Путин записывал свое новогоднее обращение, видимо, перед, вот как это называют там у них, фоновый экран, он обычно зеленого цвета. Вот. Это уже говорит о том, что даже не под елочкой на территории Кремля, как это обычно делалось в предыдущие годы, Путин очень боится. Он прекрасно понимает, что могут ракеты прилететь, точнее, может что-то прилететь и в Москву в том числе. Кстати, в эту новогоднюю ночь на Красная площадь была оцеплена, спецназ ФСБ полностью оцепил, и я не видел, чтобы там были, вчера вечером они оцепляли площадь, я не видел, что там были народные гуляния. Москвичам очень сильно, и в других крупных городах России очень сильно обрезали празднование Нового года. Не было там раздолья такого, как в предыдущие годы. Там. Вот. Так что, видимо, тоже они прекрасно понимают угрозу того, что может статься бавовна в любом месте Российской Федерации. А с учетом, и даже по российским пабликам промелькнула вчера цифра, что более 20 тысяч военнослужащих войск ПВО защищали небо Москвы в новогоднюю ночь. То есть представляете, да, как они развернули, сколько надо было развернуть расчетов и комплексов для того, чтобы закрывать небо Москвы в новогоднюю ночь. Зная, понимая, обстреливая Киев в новогоднюю ночь, понимая, что может прилететь и ответка в результате этих обстрелов. Кстати, военных объектов в Москве намного больше, чем в Киеве. Там целые заводы, институты, воинские части и даже есть склады. Вот такая вот ситуация. Что касается военного положения, я думаю, что может быть. Вероятность может быть. Вы видите, Путин действует нелогично. Он объявил частичную мобилизацию, хотя многие, я в том числе, думал, что вряд ли он пойдет. Это могло вызвать социальный взрыв. Он объявил не мобилизацию всеобщую, а частичную мобилизацию. Хотя реально частичная мобилизация с апреля месяца идет полным ходом. Вот когда они начали проседать под Киевом, когда мы их начали там громить, они начали быстро проводить частичную мобилизацию. А полная мобилизация идет практически с сентября месяца. То, что Путин назвал частичной, является полной. Сейчас де-факто она не прекращена. Они продолжают сейчас набирать личный состав мобилизованных. А вот официально они говорят, что 5-го, есть несколько, либо 5-го, либо после Рождества, где-то 8-9 будет объявлено о второй волне мобилизации. О второй волне. Но для этого, я думаю, что границы они закроют. Введут военное положение или нет, судя по речи Путина, вполне могут ввести. Потому что Путин готовит Россию к масштабной войне.
Он готовится к войне до последнего россиянина. Он накачал их тем, что якобы весь мир против них, якобы они воюют с НАТО, хотя тут ни одного солдата НАТО на территории Украины нет. Вот, якобы за суверенитет и независимость России. От кого суверенитет? От какой независимости? Кто покусился? Покажите мне, кто отобрал у России хотя бы 1 сантиметр, квадратный сантиметр их земли. Наоборот, Россия поотбирала у Грузии, Украины, Молдовы. Поотбирала кучу земель и теперь прирастает новыми субъектами федерации. Вы что, в средние века живете? Захват чужих земель. Так что, что касается линии фронта, то я думаю, что да, это повлияет на фронт. Нам будет тяжелее перемалывать вот эту военную машину, когда ее накачают большим количеством личного состава. Ну, посмотрим. Тут надежда на наших партнеров. И, кстати, после Рождества планируется в ближайшие недели, а это после 8 числа, планируется проведение заседания Рамштайн, которое было пропущено в декабре в связи с рождественскими каникулами западных политиков. В январе будет проводиться Рамштайн и будет решаться очередной вопрос поставок техники и вооружения в Украину. Мы каждый раз его ждем с надеждой в плане того, что они наконец-то увеличат поставки до тех объемов, которые нам необходимы, а не до тех объемов, которые они сегодня хотят нам дать. Судя по тенденции понимания всей важности этой войны для самих западных стран, я думаю, что такая перспектива у нас есть, что они поймут и начнут давать оружие в необходимых количествах. Вот еще один такой интересный вопрос. Скажіть, будь ласка, скільки було передано білих лебедей і ракет Х-55 в час нашого роззброєння? І хто приймав ці рішення? Мені, як харків'янину, це дуже тяжко. Дякую. Смотрите, белых лебедей не было передано ни одного. Сразу скажу, кто не знает или кто забыл, белый лебедь это Ту-160. Это сверхзвуковой, единственный в мире, кстати, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Были переданы медведи. Медведь это Ту-95. Мы передали целую эскадрилью машин Ту-95, их было, по-моему, 15, если я не ошибаюсь. Их перегнали в Красноярск, и там они базировались довольно долгое время. Какова дальнейшая судьба, я просто не отслеживал. Знаю только, что одна машина разбилась в Красноярске, погиб весь экипаж, и сказали, что это была ошибка пилотов. В результате там, в очередной какой-то полет одна машина, а все остальные машины работают. Машины были практически новые самолеты на момент передачи. На некоторых самолетах, как говорили наши летчики, что на некоторых самолетах было всего-навсего по 30 часов налета. Количество ракет Х-55, которые мы передали Российской Федерации, там, кстати, были не только 55-е ракеты, где-то около 400 ракет было передано Российской Федерации. Решение это было принято еще президентом Кравчуком, а выполнял его уже президент Кучма. Кравчук дал согласие и провел все подготовительные переговоры к подписанию Будапештского меморандума и отказа Украине от ядерного вооружения. А это основные носители ядерного вооружения. И как ракеты, так и самолеты. И уже при Кучме был подписан Будапештский меморандум, а потом мы передали и ракеты, и самолеты. Там еще было еще экономическое решение, что передача этих самолетов и ракет была в счет погашения долга Украины за потребленный российский газ. Вот. Но все равно политическое решение, там участвовал в этом, естественно, и премьер-министр, и Минэкономики, но политическое решение на передачу этой техники Российской Федерации принималось тогдашним президентом Украины. Им был Леонид Кучма. Далее.
Вот такой тоже вопрос, опять же, про стратегические бомбардировщики. При желании россияне, уважаемый господин Жданов, при желании россияне могут найти район для стратегических бомбардировщиков на территории Беларуси. Это аэродром и база белорусских ВВС в городе Барановичи. Еще при Советском Союзе эти бомбардировщики стояли в Титусе, а после его распада их перевели в Энгельс. Здесь есть все: и авиаремонтный завод, и огромное хранилище нефтепродуктов, и даже хорошие условия для личного состава. А доставлять оружие можно как по воздуху, так и по железной дороге. Одна проблема в том, что граница с Украиной находится менее чем в 150 километрах от Барановичей. Поэтому их, вероятно, здесь не будет. Ну, я скажу так, что не то, что вероятно, тут две причины. Первая, я сомневаюсь, что сегодня база готова к приему без там дополнительного ремонта, достройки и прочего. То есть базу в любом случае надо готовить. Если она 30 лет не эксплуатировалась, то ее надо готовить, она наверняка в запустении. Может быть, учитывая особенность белорусской промышленности, что Лукашенко ее более-менее сохранил, может быть, на сегодняшний день завод там и работает, и нефтехранилище, то есть нефтебаза так называемая, готова принять топливо, и казармно-жилой фонд будет требовать не капитального ремонта, а чего-то меньшего. Тут я с вами согласен. Но вы же не забывайте, что перегнать самолеты — это самое простое дело. Развернуть там, а для того, чтобы их перегнать, надо развернуть стационарную навигацию. Для того, чтобы их перегнать туда, надо перевести всю техническую базу по ремонту и обслуживанию самолета. Это надо все там все вести туда. Я сомневаюсь, что там это все, как вот знаете, есть в западных странах, ставят на хранение, все законсервировано, все там стоит заклеенное, практически вот смазку стирай и включай, оно все быстро заработает. Нет, такого там, конечно же, нету. Поэтому, еще раз повторюсь, вопрос же не в том, что могут, не могут. Могут. При желании можно и на Северный полюс переместить стратегические бомбардировщики. Вопрос времени и денег для подготовки материально-технической базы, чтобы они могли там обслуживаться, ремонтироваться, заряжаться и наносить удары. Вот в чем. Ну, а вторая составляющая, то есть экономическая составляющая, раз, готовность этой базы к принятию этих самолетов. И вторая, политическая. А готов ли Лукашенко предоставить сегодня свою территорию в Барановичах для российских ВВС и размещение там базы стратегической авиации? Очень интересный вопрос. Пока что мы видим, что не готов Лукашенко. Ну и третье, как вариант, география расположения этой базы, действительно 150 километров от границы. Даже наши ракеты «Нептун», если они вдруг обретут способность поражать кроме надводных целей еще и наземные цели, то они уже достают до этой базы с территории Украины. Даже не от самой границы, а из какой-то глубины. А вдруг у нас появится что-то большее, 300 километров, 500, 1000. Тогда эта база будет уничтожена просто одним ракетным ударом. Так, Недоброго вечера, я из Херсона и хотел узнать, куда делись системы обнаружения и уничтожения точки пуска противника. Я служил в советской армии в конце 80-х, и тогда они уже были. Сегодня все рассказывают, сколько ракет сбили, которые летели на Киев. Ура, молодцы! А по Херсону сегодня выпустили около сотни снарядов из гаубиц и несколько залпов из БМ-21 «Град». Где те системы? Неужели до 2022 года ничего не обновилось? Херсон превращается в Мариуполь, где спутник Притулы, который видит под землей, где хаймерсы. Через пару-тройку дней от города останется гора камней. И конечно, слава Украине. Смотрите, давайте так. Дело в том, что системы обнаружения дальние системы обнаружения пусков ракет, они как были, так они и есть.
Кстати, одной из такой систем является наша РЛС «Кольчуга». Она пассивного типа, у нее дальность там до 600 километров она может видеть. Некоторые ее модификации и некоторые источники говорят, что до 800. Вот она в пассивном режиме может фиксировать пуски ракет. Но вы путаете, вы все сложили в кучу, кони-люди. Одно дело, когда ракеты летят по Херсону. Это одно дело. А когда бьет артиллерия, тут мы можем только... Там работают только станции контрбатарейной борьбы, которые есть на вооружении вооруженных сил Украины. Они определяют координаты стреляющих орудий и минометов и реактивных систем. И если артиллерия успевает, наша, то она наводит и ведет контрбатарейную борьбу по вот этим системам. Но артиллерийские снаряды и реактивные снаряды на сегодняшний день нас перехватывать нечем. Вот в чем главная проблема города Херсона, города прифронтового на сегодняшний день. Это то, что было в Харькове, это то, что сегодня есть в Запорожье и Днепре, это то, что было в Николаеве, сейчас Николаев чуть меньше обстреливается, но, к сожалению, от артиллерии защиты на сегодняшний день нет. Есть возможность подавлять артиллерийские системы российских оккупационных войск с помощью контрбатарейной борьбы. Но для этого я сказал, пока станции их обнаружат, пока артиллерия развернется и откроет ответный огонь, тут вопрос успел, не успел, подавил, не подавил. Это фактически артиллерийская дуэль. Поэтому нет, вы не путайте с ракетами и со станциями дальнего обнаружения пусков баллистических ракет или других видов, или пусков крылатых ракет. Это немножко разные вещи. Расскажите, пожалуйста, подробнее о влиянии ликвидации российского спецназа в Гостомеле в контексте провала блицкрига Российской Федерации в первые дни войны. Давайте так, я вам скажу суть, в чем была суть этой военной операции и в чем было ее значение. Причем эту операцию можно приравнять к стратегической операции, потому что успех этой операции со стороны Российской Федерации мог привести к потере города Киева, столицы страны. А вы знаете, при потере столицы страны это в моральном плане огромная победа. В моральном плане. И нам бы было намного тяжелее бороться с Российской Федерацией, если бы мы потеряли город Киев. А в остальном, вот я читал тут комментарии к вашему комментарию. Действительно, на сегодняшний день количество документальных фильмов относительно боев под Гостомелем и вокруг аэродрома Гостомеля, оно очень большое. Есть, в принципе, все перечисленные там у вас в комментарии, в ответах к вашему комментарию фильмы, документальные фильмы, можете посмотреть и там получите более подробный ответ на ход и порядок, там хронология ведения боевых действий полностью восстановлена и так далее и тому подобное. Но суть этой операции состояла вот в чем. Они должны были захватить аэродром и обеспечить приемку десантной дивизии. То есть в России на аэродроме сидело как минимум несколько полков воздушно-десантных войск с военно-транспортными самолетами, которые ждали сигнала для того, чтобы взлететь и посадочным методом высадить десант в Гостомеле. И потом бы вот эти батальоны десанта, возможно даже без или с легким вооружением, допустим, транспорт, там по 2-3 грузовых машины на роту или на батальон, либо захват автомобилей на месте по факту, они мы выдвинулись в центр Киева. И их задача была бы захватить администрацию городскую и администрацию, правительственные здания и президентское здание. Вот что надо.
надо было, или какая задача стояла, обеспечить приемку большого десанта российских войск для захвата административных и зданий в центре города Киева. Если бы это им удалось, естественно, они бы уже дальше вещали из Киева. Естественно, было бы захвачено телецентр, в том числе, в первую очередь. И они бы сразу организовали вещание из Киева, прямую трансляцию с улиц города, подписание капитуляции, проведение там этих самых мероприятий по воссоединению Украины с Россией, как это было в 1654 году и так далее и тому подобное. То есть политически они бы обеспечили победу в этой войне. В этом, кстати, и состоял Блицкриг. Поэтому вот суть состояла именно в этом. Мы сделали все, чтобы уничтожить вот этот десант, который высаживался, кстати, с вертолетов посадочным способом. Они по очереди приземлялись. Вот. И мы его успели блокировать, и к вечеру десант был уничтожен. Соответственно, никто не прилетел и не высадил большой десант для захвата столицы. Таким образом, столица частично, еще одна из угроз городу Киеву в первые дни войны была ликвидирована. Вторая попытка высадить такой же большой десант была предпринята российскими войсками чуть дальше, в городе Василькове. То же самое там было. Когда они поняли, что аэродром в Гостомеле уже брать смысла нет, уже были выведены из строя все аэродромные наземные службы аэродрома, когда была повреждена полоса взлетная, то есть посадка тяжелых самолетов транспортных была невозможна, тогда была предпринята попытка захватить аэродром в городе Василькове. Там то же самое, эта попытка не увенчалась успехом. И тоже десант был окружен и ликвидирован. Кстати, в Василькове десант высаживался уже прямо на наши пулеметы. Мы уже были готовы, мы начинали бить российский десант уже еще в воздухе, когда они пытались только высадиться. Вот. Причем опять же, они там прокололись, они использовали карты, и на картах там были пустоши, а в жизни там оказался лес. И они были скованы в своих действиях, а уже там местная тероборона пошла партизанить и быстро поотлавливала их. В своем лесу местные знали, куда ходить, где искать. Поэтому там даже было у них еще хуже, чем с Гостомелем. Ну а если вы хотите подробно, поэтапно, с хронологией всех боевых действий и количеством привлекаемых войск, то еще раз говорю, не буду просто испорченным телефоном, рекомендую в YouTube найдите, выберите любой, какой вам понравится из документальных фильмов, а их, по-моему, 3 или 4 уже на сегодняшний день, и внимательно его посмотрите. Вы узнаете все подробности высадки этого десанта. С переключением кадров сегодня скажите, пожалуйста, чем же все-таки можно сбить ракеты С-300? Или это такое крутое оружие, что ничего с ним справиться не может? И Харькову придется годами жить под обстрелами с Белгорода. Смотрите, может сбить тот же Ирис-Т или, допустим, система НАСАМ. Современные противоракетные системы, у которых от времени обнаружения цели до времени пуска противоракеты проходит 5-10 секунд, то есть время реакции, а это как раз те, которые я назвал, они вполне в состоянии бороться с этими ракетами. Но они должны быть расположены в непосредственной близости от защищаемого объекта. Понимаете? И чтобы надо же, чтобы противоракета успела перехватить ракету С-300, а она сверхзвуковая. Вот. И тогда у вас есть гарантированный успех. Если она не успевает, то засекли вы ракету С-300 или не засекли, уже ни для кого не имеет никакого значения. Я не думаю, что Харьков будет там жить под обстрелами ракет с Белгорода. Ну, во-первых, я надеюсь, что мы добьемся создания демилитаризованной зоны вдоль всей нашей границы со стороны Российской Федерации. Это будет один из пунктов нашей победы в этой войне.
условий, точнее, подписания капитуляционного договора с Россией, это первое. И второе, я понимаю так, что мы либо купим западные, получим от Запада противоракетные комплексы, либо будем сами что-то создавать стационарное вдоль всей границы, как это, допустим, сделано в Израиле. У них 9 комплексов «Железный купол», связанных в единую систему, стоят вдоль всей границы с сектором Газа и с Палестиной и обеспечивают безопасность жилых массивов вдоль всей этой границы. Но они работают в единой системе, они практически расположены стационарно. Там, по-моему, только пункты управления и пусковые могут перемещаться. Вот. Но это единая система, завязанная там между собой всеми возможными средствами коммуникации, и она работает как одно целое. Вот. Так что я думаю, что мы что-то такое тоже будем создавать. Но это теперь реалии наших дней, реалии нашей жизни и перспективы на ближайшее, как минимум на ближайшее будущее. Ну что ж, на этом, наверное, мы вторую часть нашего с вами видео «Ответы на ваши вопросы» тоже закончим. И у нас остается третья часть, это обратная связь, приветствие. Сегодня в основном все приветствия, понятно, посвящены новогодним праздникам. Пожелания с Новым годом, пожелания стойкости, мужества, пожелания удачи и здоровья нашим защитникам и защитницам. Это основа основ, что они ценой своей жизни и здоровья дают нам возможность хотя бы перевернуть этот календарный праздник. Понятно, что не устраивая никакие, я не вижу, допустим, необходимости или возможности даже сегодня устраивать какие-то там танцы с бубнами, зная, что у нас тяжелейшее положение на некоторых оперативных направлениях на линии фронта. Итак, приветствия, которые прозвучат сегодня, они будут звучать следующим образом. Всем, кто стоит на защите Украины, крепкого здоровья, а воинам, кто обороняет Украину, могучих сил и успеха. Будьте все живы, ваши жизни бесценны, нет сомнений в вашей победе. Желаю вам мужественные войны, скорой победы и счастливой мирной жизни. Следующее. Вітаю всіх українців з Новим роком. Ми всі віримо, що 23-й рік буде роком перемоги України. Бажаю, щоб це була остання війна та ворог запам'ятав на все своє останнє існування, що українці – це нездоланна сила. Всі захисники, повертайтеся живими. Мельбурн. Все від того, що країною довго править одна людина, немає вибору у росіян. Щось сталося з мізком цієї людини. Слава Україні і Збройним силам України. Намек на то, что Путин превратил Россию в диктатуру. Они не поменяются никогда. Мы уже столько лет живем без России, и все равно они хотят лечить прибалтов от фашизма. Я так понимаю, это из Прибалтики. Дякую вам, пане Олеже. З Новим роком всіх. Слава Україні. Перемога буде за нами. Салам из Баку. Добрый день вашему каналу и Украине. Пишу, как оказалось на самом деле, и надеюсь, пока еще болот сибирских. Поздравляю мою Украину с наступающим, побеждающим новым 23-м годом. Слава Украине! Да, может быть, скоро такое случится, что мы не будем говорить «вой на болотах», а как-то поменяется политическая ситуация в России, и начнется путь к демократии и свободе, а не к тоталитаризму и режиму концентрационного лагеря. Олег, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Православные христиане 7 декабря чтят память великомученицы Екатерины Александрийской. В народе этот день еще называли Екатеринин день. Вот лет 15, как в этот день ставлю вишневую ветку, чтобы она зацвела на Рождество на 7 января. И, конечно, загадываю желания. Желания сбывались не один раз, когда зацветала вишня.
Вот в 2021 году на 7 декабря поставила ветку и загадала желание, какой будет 2022 год. Ветка стояла мертвой и усохла. Такого я не видела никогда на протяжении 15 лет. О чем подумала? Что кто-то умрет из родни? Я не знала, что будет война. В этом году я с таким трепетом поставила ветку, и желание было одно – победа. Стояла ветка без признаков жизни до 19 декабря, Святой Николай. А потом смотрю, пожелтели почки, позеленели, начали набухать, и, о чудо, 1 января 2023 года распустился цветонос. Победа будет за нами. Ну вот даже такое, видите, народное поверье, и то подсказывает того, что Украина в этой войне победит. Де-факто мы уже победили, морально мы уже победили, стратегически мы уже победили. Нам остался оперативный и тактический уровень, разгромить на поле боя российскую военную машину. Что мы и будем делать, я так понимаю, в этом году. Дым рассеивается, а мы уже здесь. Здравствуйте, мы с Украины, Олег. Это цитата на века. Ну что ж, пусть эта цитата остается на века, пусть Украина остается на века. Мы сделаем все, чтобы она таковой осталась на века. И на этой мажорной ноте на сегодняшний день разрешите поблагодарить вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз пригласить, кто не подписан, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Отдельно поблагодарить хочу спонсоров и тех, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту інформацію. Ну а ми з вами продовжуємо вірити Збройним силам України. Перемога за нами. Слава Україні!